Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-влог. Наверное, первый уже в ноябре. Наступил ноябрь. Пора приступать к каким-то работам. Ну, какие-то я уже даже успела сделать. А, Несмотря на то, что сегодня только, по-моему, если не ошибаюсь, 4 ноября. Кстати, всех с праздником. Ну и хочу показать пару новинок, которые у меня появились. Обновок, скажем так, и пару раскрасочек, которые я хочу сегодня раскрасить, по крайней мере, начать. Две новые раскраски, они у меня не начатые. Первая — это великолепные драконы. Как-то у меня руки до нее не дошли, хотя уже не, по-моему, пару месяцев точно она у меня как приобретена. И я хочу, не знаю, скорее всего, начать сначала ее все-таки красить. С первой иллюстрации. Не знаю, мне тут нравится еще несколько иллюстраций. В общем-то, они мне нравятся все. Именно сегодня нравилось несколько. Ну, вот была даже мысль по обложке раскрасить. Ну, решила, что, скорее всего, буду раскрашивать вот эту вот первую. И, скорее всего, по большей части это будет акварель. Следующая — это распечатка. Мне ее Мила распечатала иллюстрации от Мариолы Будек. Муж мне ее собрал в раскраску, отнес. Ну и, в общем, я хотела здесь раскрасить какой-нибудь портрет. Скорее всего, это будет вот этот портрет. Не уверена, но, скорее всего, это будет вот этот. Я пока решила взять что-то именно со спины. Или, может быть, вот тут цветы красивые. В общем, что-то решила взять без лица пока. Знаете, попробовать. Во-первых, бумагу, что получится в распечатке. Во-вторых, здесь очень красивые все иллюстрации. Каждая по-своему интересная, хорошая. Но я пока, так сказать, первое знакомство с раскраской. И, скорее всего, это будет... Ну, скорее всего, наверное, даже это вот он и будет. Не знаю, частично, может, акварель, частично карандаши. Может быть, все карандаши, может, все акварель. Я еще не решила. Пока что думаю. Вот такие вот на сегодня планы пораскрашивать. Две раскрасочки акварелью. Ну и давайте покажу свои обновки. Первая моя шикарнейшая обновочка. Это вот такая вот палитра. Вот. В такой коробочке приходит. Я уже посмотрела, поэтому уже открыла. Это палитра, керамика. 11×10, если не ошибаюсь. Вот так вот она была в основном запечатана в коробке. В маленькой, в своей коробочке. Вот в таком вот замечательном мешочке. Вообще прекрасно. Я прям в таком восторге, девчонки. Я не пожалела, что я за нее заплатила. Она стоит, конечно, своих денег. Стоит не бюджетно, но посмотрите, какая прелесть. Вот такая вот керамическая палитра. Тыковка. Здесь у нее прорезинены ножки по силиконе такие вот. И она будет достаточно устойчивая, то есть не скользит. Ничего с ней не случится на столе. Вот такая вот. Знаю, многие скажут баловство, но мне очень хотелось. Давно я хотела себе керамическую палитру. Все не могла определиться. Были разные. Я еще одну хочу приобрести. Но вот это просто, посмотрите. Ну и я видела у девочек уже с красками разведенными здесь, да, если вот еще рыжую краску, как раз сейчас вот осень, если развести здесь рыжую краску, это вообще божественно. Вот такая у меня была покупочка. Они не бюджетные, но очень понравилось. Поэтому, собственно говоря, не буду прятать. Буду сегодня красить. Мне просто хотелось вам показать, так что все прилично упаковано, красиво. Дальше из покупок еще у меня были такие покупки, которые сюда как бы совсем казалось бы, не в тему, но вот тоже мне нужно для фонов. Было маленькие губочки, и я их купила, чтобы были. Дальше Мила мне отдала ей, ну, она решила, что ей не надо, карандашики мастер-класс. Вот такие вот
Санкт-Петербург, мастер-класс. Ну, мне пока интересно попробовать. У меня было пару всего лишь карандашей. И, в общем, раз ей не надо, я решила, почему нет, забрать, пораскрашивать, попробовать. Здесь, по-моему, 12, да, 12 оттеночков. Неплохие. Я попробовала, видите, уже телесный так хорошо помучила. Мне, в общем-то, нравится. Меня устраивает. Мил, спасибо тебе огромное. В любом случае, мне даже мне понравились. В принципе, в некоторых иллюстрациях, вот палитра, в некоторых иллюстрациях они, в общем-то, неплохо заходят. Так что с удовольствием буду красить. Ну так, что еще у меня было из новинок? Было, знаете, так, набегами покупки. Была вот такая кисть. Еще одну жду кисть, но пока не получила. Здесь Малевич, это синтетика. Так, сейчас я попробую снять с нее чехольчик этот. Ага. Вот сначала оденешь, потом пытаешься его снять. Вот такая вот кисть, она мягкая, синтетика, 22 номер. Купила, потому что поняла, что все равно даже в акварели все-таки нужны разные кисти, разные формы, если хочется что-то интересное красить. В целом достаточно одной-двух кистей, но иногда нужны вот такие квадратные, круглые, плоские, не знаю, разные кисти все-таки. Ну, по крайней мере, мне. Поэтому взяла тоже от Малевич. Кстати, парадоксально я взяла от Малевич вот в коричневом цвете взяла. У меня есть в черном цвете, в красном. Но почему-то именно вот в синем цвете, видите, что с ними произошло? Они вот она крошится вся, ну, сыпется. Да, особенно когда раскрашиваешь, это совсем не очень хорошо. Я не знаю, почему она вся облупилась, так вот вся облазит, видите, крошится, и это потом падает все на бумагу. В общем, надо сесть и, наверное, их почистить, эти кисти. В других цветах она вот плотная, ничего с ней не случается. Такое ощущение, как будто здесь как, не знаю, такой ненадежный лак, что ли. В общем, хотя тоже синтетика, не знаю, что не так. Поэтому вот, может, кому-то интересно, имейте в виду. Ну, что еще интересного было? Собственно говоря, наверное, это пока что все. Единственное, еще покупала пару, ну, уже давно, пару акварель, вот таких вот спреев для акварели. Но они не акварель, не для акварели, они для скраббукинга. У меня есть свои спреи. Я еще докупила пару зелено-синих оттенков. Мне нравится, мне удобно, поэтому я ими иногда пользуюсь. Ну что, вот такие у меня покупочки были, подарочки, покупочки. Ну и буду сейчас раскрашивать. Даже не знаю, с чего начну. Скорее всего, буду начинать с этой раскраски. Не знаю, что здесь с бумагой, как она здесь себя поведет. Будем надеяться, что она поведет себя здесь достойно. Мне бы хотелось в это верить, что она себя поведет достойно. Так, что у нас тут на старой палитре? Даже не знаю. Будем красить небо. Выдержит, не выдержит. Кстати, у меня кисти от Арт-Квартал. Ну, некоторые, ну, они хорошо себя ведут. Достаточно тоже, поэтому нравятся. Давайте попробуем посмотреть, что у нас тут. Пока не знаю, что будет с бумагой, как она себя будет вести, хорошо, нехорошо, сильно будет промокать, не сильно. Но здесь односторонние иллюстрации, поэтому, в общем-то, сильно не переживаю. Я думаю, что больших проблем не должно быть из-за акварели. Вот. Главное, чтобы хорошо разносилась краска.
размывалась, растушевывалась, что ли, я не знаю, как правильно сказать. В общем, главное, чтобы больших проблем с ней не было, потому что в некоторых раскрасочках вы наносите акварель, и она бумага сразу хватает, и все, и уже, в общем-то, невозможно что-то сделать. Пока что вроде бы все нормально. Наверное, большую взяла кисть сильно, слишком толстую для этих целей. Но я еще будем потом определяться, где у нас что. Сейчас немножко определимся с вот этими вот облака, не облака, что это было, что нам хотели этим сказать. Вот такой вот рисуночек получится. Сразу так уже, знаете, прям синее. Все сразу синее, красивое. Мне нравится. Вот. Ну и сначала немножко акварели сюда для как цветовые акценты, такие пятна, а потом уже будем дальше двигаться. Красивая раскраска, очень нравится. Слушайте, ну бумага пока что явных таких прям вау, я не буду здесь больше красить акварелью. Пока вроде бы я ничего такого не вижу. В общем-то, пока нареканий к ней больших у меня нет. Не знаю, как дальше она будет. Но пока что вроде как все хорошо. Здесь еще и у нас вода присутствует в рисунке. Будем сейчас разделять как-то это все. Пробовать. Вот такая вот иллюстрация. Так, будем надеяться, что вот это вот захочет вымываться, чтобы у нас не было никаких с этим проблем. Так, все вроде в норме. Больших проблем не вижу. Вот такая вот будет у нас плюс-минус иллюстрация. Чуть-чуть подзатемнила в некоторых моментах. Я надеюсь, что размоется. Вот. Ну и здесь посветлее будет, где-то потемнее, где-то посветлее, что, в общем-то, тоже неплохо. Ну и буду сейчас раскрашивать. Так, нам нужно будет еще раскрасить домики, замок. Пока не определилась, какой именно хочу цвет для этих целей. Вот. Пусть это будет пока что немножко сепия. Пусть будет сепия. Дальше посмотрим. Вот. Неплохо на бумагу акварель ложится. Может, конечно, в дальнейшем будет какие-то разногласия. Но сейчас вроде как, если не сильно не переусердствовать, то, наверное, и неплохо в целом. Вот. Так что пока меня устраивает все. И дальше посмотрим. Рассказывайте, что вы сегодня красите, какие планы, или вы праздник отмечаете. Не знаю, наверное, никто уже особо не отмечает так. Сейчас вообще очень мало праздников, которые кто-то отмечает. Вообще, конечно, я не фанат таких вот праздников, как Хэллоуин,
Валентинов день, я не знаю, ну, сегодняшний тоже не сказать, что прям патриот такой. А, Но, к сожалению, в жизни так мало у нас радостей в последнее время, так мало чего-то отмечается, вот как раньше в детстве. Не знаю, может, конечно, мне казалось просто в детстве, что их так прям усиленно все праздники отмечают. Но, к сожалению, так мало таких вот моментов в жизни остается, что просто уже, может быть, ну не то чтобы отмечаешь, но тем не менее, а, просто вот по причине, что, ну, хоть какой-то праздник в жизни, да, как-то вот так. Потому что если не совсем уж отгородиться от всех праздников, от всего, ну, уже совсем прям будет не особо-то весело. Поэтому, да, иногда отмечаешь их как бы постольку-поскольку, так, минимально. На какие-то даже, я бы сказала, не отмечаешь, а чисто символически смс-кой, там, картинкой. Ну, хотя бы из расчета, что вот потому что так веселее, какое-то разнообразие, какое-то мелочь, а приятно. Вот как-то так. Поэтому да. Не знаю, пишите, как вы. Может, тоже так же отмечаете посредством смс-ку отправила, вроде как уже хорошо. Или все-таки прям полноценно отмечаете. Может, какие-то у вас свои на этот счет мысли, традиции, еще что-то, что тоже, в общем-то, имеет место быть. Немножко добавить хочу, помимо фиолетового, чтобы как-то их все-таки разнообразить, эти домики. Так что рассказывайте, будет тоже интересно. Так, ну что, будем сейчас раскрашивать, продолжать. В общем-то, мне нравится. Более-менее я начала уже как-то, вот знаете, раскрашивать акварелью. Так, чуть-чуть заехали. Не беда. Но еще все никак не привыкну давать акварели подсыхать, высыхать. Вот. Поэтому да. Еще нужно с этим как-то привыкнуть, справляться. Потому что иногда прям, как говорится, крашу по-живому. Это нехорошо. Все-таки иногда имеет смысл давать просохнуть бумаге. Ну, я вот, как уже сказала, пока учусь, надеюсь, в процессе, конечно, будет все лучше и лучше. Пока что вот так. В любом случае я стала гораздо чаще ловить себя на мысли, что я вот все чаще и чаще именно берусь за акварель. Мне нравится красить, нравится именно акварелью. Не потому что, ну, быстрее, да, несомненно. Стали сейчас, смотрю, многие из расчета, что и быстрее акварелью, и даже в каких-то моментах проще. Но мне, не знаю, почему-то вот прям я подсела на нее. Именно вот мне прям нравится именно акварелить, что-то красить именно акварелью. Почему понравилось? Наверное, потому что как-то мне проще что-то затемнить, выделить, что-то смешать, знаете, такой вот понравились вот эти моменты. Как-то попроще с этим. Это, конечно, может и неправильно. Многие скажут, что надо учиться карандашами там какие-то вещи делать. Но мне вот прям зашло так хорошо.
Поэтому да, с удовольствием теперь крашу. Ну, в целом, ничего плохого в этом не вижу. Поэтому продолжаю красить, учиться. Мне это нравится. Так, что-то... Ой, что-то. Немножко не, скажем так, не с руки. Так, ничего страшного. Тут у нас еще и небо будет, так что я думаю, совсем не критично. Вот, так что если у вас есть в этом тоже свои какие-то моменты, то рассказывайте. Будет очень не размазать, интересно послушать, вот, как вы это все красите. Почему именно вы акварельте? Потому что я стала часто слышать, так проще, так быстрее. Но мне пока не так проще, для меня даже, я бы сказала, и не быстрее. Я вот, например, один-то шедевр все-таки нашедеврила, так что теперь буду исправлять и надеюсь, что у меня это получится. Ну, вот, не уверена уже, честно говоря. Вот. Поэтому да, для меня, конечно, это пока что интересно насчет так быстрее, так проще. Ну, вот девчонкам, как выясняется, проще взять акварель, раз-раз, и иллюстрация готова, что тоже очень здорово. Так, мне не нравится, знаете что? Мне не нравятся какие-то они темные, что ли, стали. Прям эти домики, прям я бы сказала, слишком уж они какие-то темные, что ли. Вот. Стали однотипные. Ну, в общем-то, здесь, наверное, и не предусматривалось ничего. Это все-таки замок какой-то очень старый. Тут еще и дракон. Наверное, и не предусматривалось, так, по большому счету, чтобы они тут вау разноцветные были. Но, тем не менее, немножко сейчас, немножко мы, наверное, все-таки исправим. Потому что как-то неинтересно. Я бы сказала, даже. Как-то даже и неинтересно это все. Понятное дело, высохнет будет, наверное, надеюсь, поинтересней. Как-то будет все поярче, поинтересней. Так, здесь, наверное, предполагались окна, которые я успешно закрасила. Молодец. Пока учусь, понятное дело, это все так простенько, без каких-либо выпендрежей. Вот. Может, кто-то шедевры ждет, но пока вот так. Пускай немножко будет там от окон исходить какой-то, я не знаю, свет. Свет, не свет. Вот. Поэтому, да, если вы тут сильно так усиленно ждете шедевр, то навряд ли. Скорее всего, его не будет.
Вот. Так, мы тут совсем чуть-чуть нижним слоем сделаем коричневый. Пусть будет так вот чуть-чуть размыто. А дальше будем уже закрашивать, брать разные какие-то оттенки, более коричневые, чтобы это было поинтереснее. Вот. Ну что, буду сейчас продолжать. Кому интересно, оставайтесь, я постараюсь еще показать процесс. В общем, вот так у меня получилось. Не знаю, бумага совсем не под акварель, с чего решила, что она под акварель. Понятное дело, фон не получился так. Как мне вам показать, чтобы было видно. Мучила фон, не хочет бумага совсем никак. Поэтому я уже решила оставить, не мучить ее, пусть будет. Ну, не сказать, что вау, но тем не менее. Все остальное карандаши, полихромосы, на коже еще немного Create Color, на фоне, прошу прощения, на коже. Пыталась оттенить, немножко пройтись Create Color, но мне не хотелось ее прям очень темно делать. Тут есть цвет просто такой более светлый, в отличие всего. В целом неплохо. Единственное, ну, я совсем пока не совсем поняла эту бумагу, поэтому это распечатка, распечатанная PDF была раскраска, как бы распечатки. Но это, наверное, вот проблема этих распечаток, что не всегда бумага такая, какой же получаешь то, что ждешь от нее, да, скажем правильно так, наверное. Но в целом вот так вот получилось. Не скажу, что прям супер довольна, но по-другому как-то пока, видимо, нужно понять, какие здесь применять карандаши, еще что-то, какой материал здесь будет как работать. Ну, а так в целом, в общем-то, я довольна. Не скажу, что прям вау, супер, но пусть будет. Это тоже опыт. Следующее, значит, будет как-то интереснее. Продолжаю свой хобби-влог. Решила я, давно не красила, решила пораскрашивать в творческом рае. Именно акварелью попробовать пораскрашивать. Я уже как-то, в общем-то, здесь красила акварелью, по крайней мере, в цветах. Как раз таки вот первые такие акварельные были пробы. Наверное, здесь всего лишь пару иллюстраций. Она у меня чистая, к сожалению. Да, всего пару иллюстраций было раскрашено. И решила, что, ну, наверное, надо попробовать еще раз. Почему нет? Пораскрашивать. Так, что-то мы с вами, я не пойму, не помещаюсь все время в кадр. В общем, решила я, что нужно еще попробовать пораскрашивать. Здесь вот перламутровая акварель была, обычная детская. И я решила, что, ну, надо, во-первых, раскраска классная, достаточно такая легкая, чтобы как раз таки может набивать акварелью руку, еще что-то. В общем, я решила раскрасить, не знаю, пока что выбор пал на эту иллюстрацию, ну, не знаю, еще не уверена. Скорее всего, буду в цветах ее красить, может быть, еще что-то раскрашу. Здесь тоже, по-моему, одна иллюстрация всего лишь, незаслуженно. Здесь уже и акварель, и Neocolor, и карандаш использовался. В таких вот ирисы раскрашивала. Здесь хорошая бумага, она неплохая. Для такой раскраски неплохая бумага. Ну и односторонняя иллюстрация. Здесь вот начинала, но не знаю, пока еще надо бы тоже закончить. Простенькие такие вот иллюстрации. И я вот для начала вообще думала фламинго раскрасить, такие вот розовых.
может еще что-то. Посмотрим. Очень нравится, видела, девчонки раскрашивали. Здесь, по-моему, сурикат есть. Да, вот такие вот сурикатики. В общем, хотелось бы что-нибудь пораскрашивать. Почему нет? Вот такая вот раскрасочка. Может, тут не видел. Достаточно легко просто здесь красить, акварелить. Незаслуженно они у меня как-то подзалежались, поэтому я решила, что нужно достать и пораскрашивать. Тем более, что, видите, все они здесь птицы, животные и так далее, рыба, все подписано. Жирафы вот в зарослях акаций, дельфины, медузы, голубые бабочки в цветах, черноглазый Сьюзен. То есть вы даже, вам, в общем-то, если не уверены, не знаете, как раскрасить, можно по-своему раскрасить, ну, а можно, если хотите, собственно говоря, вот посмотреть в интернете, как выглядят те или иные рыбки, зверушки, и раскрасить, опять же. Вот такая вот прелесть. Ну, я, скорее всего, буду просто красить, в принципе, ну, как мне видится, как хочется, буду раскрашивать. Вот очень красиво. Так что посмотрим. Может быть, начну с этой, допустим. Видите, здесь совсем тоже простенько. Морские раковины на песке. Так что вот, у меня практически все, по крайней мере, вот из этих все есть. Но вот как-то незаслуженно они у меня залежались на полочке. Ну и получила сегодня, как говорила, свой заказ. Кисть от Малевич в 30 номере. Это синтетика. Так, давайте откроем. Что здесь, как открывается? Ого, кулечек-то какой огроменский. Вот такая вот кисть, я надеюсь, вам видно. У нее такой интересный эффект, знаете, как будто она такая уже как состаренная. И вот такая вот замечательная кисть, мягкий ворс, синтетика, как я уже говорила. Бывает, нужны такие вот именно квадратные какие-то мазки, хочется сделать или еще что-то, фон намочить, может равномерно где-то что-то. Ну, в общем, решила взять, почему нет. Я хочу собрать еще помимо обычных кистей, взять несколько, знаете, таких вот, как, допустим, чтобы они были разноплановые, а не только все одной стандартного размера, стандартной формы, скажем так. Потому что, ну, бывает, нужны действительно разные. Взяла вот в номере 30, но мне кажется, вот для того, для чего мне нужна она была, мне кажется, она даже больше имеет смысл взять. Я брала до этого, вот у меня в 22-м есть. Ну да. Ну, не намного, конечно, но поуже. Видите, здесь уже другая кисть идет. Вот. Хотя тоже это вот из одной линеечки они все. Тоненькая, прям классная, легкая кисть. Буду пользоваться. Так что вот такой у меня вышел день. Буду сейчас красить. После того, как раскрашу в творческом рае, хочу приступить к круг жизни. Пораскрашивать тоже в круге жизни. Где-то я ее положила и, и потеряла. В общем, буду сейчас раскрашивать. Не знаю, с чего начну и с чего начать. Ну вот, собственно говоря, можно начать со второй иллюстрации. Здесь вот видите, еще и на перфорации, что тоже здорово. Можно, в общем-то, раскрасить простенько, без каких-либо заморочек. Здесь так не хочет у меня больше. В общем, взять оттенок, допустим, я не знаю, взять что-нибудь, попробовать по мокрому, не знаю, будет, не будет, по мокрому. О, сразу листок с ума сходить начинает. Ну, ничего страшного, нам только на пользу. Купила вот такую вот большую, тоже достаточно большую для этих кистей, Ацанет, уже тоже в 11 номере.
Ну вот как раз для таких целей. Намочить, где-то большой участок пройтись цветом, если, допустим, нужно будет. Вот как раз таки, я думаю, самое то. Вот такой вот как раз, знаете, песочный оттенок. И можно пройтись им. В общем-то, можно даже в каких-то моментах зайти за край в начале. Не страшно. Если зайдем где-то, я думаю, ничего критичного. Вот. Сейчас сначала придадим песочку такой вот. Сначала более легкий цвет, ну а потом уже что-нибудь будем вырисовывать. Ну, я думаю, если на раковину попадать, то ничего страшного, собственно говоря, не случится. Бумага пока что слишком не возмущается, я смотрю. Все хорошо. Мне вот только единственное, не совсем удобно на камеру это делать, поэтому не обессудьте. Вот. Ну и вот так вот чуть-чуть. Уже совсем другой вид у иллюстрации. Конечно, по мокрому это не та бумага красить, но почему нет? Единственное, да. Сейчас вымоем с краев немножко лишнего. Уберем, чтобы это было более поприличнее. Ну, ничего страшного, если где-то совсем заехали за край, во-первых, высохнет, он будет более светлый оттенок. Ну, а во-вторых, как я уже сказала, в общем-то, если совсем для вас критично, можно, ну, не знаю, белой гуашью, допустим, пройтись аккуратно. Можно. Вот за что не люблю натуральные кисти. Это вот она встала в одно положение и ничего потом с этим. Все-таки в этом плане мне синтетика больше нравится. А то вот она. Хотя, с другой стороны, если приноровиться, то ничего страшного в этом-то и нет. Вот так вот у нас будет получаться. Потемнее можно сделать песочек. Вот. Где-то светлее, где-то темнее. И вот таким образом. Не люблю из это. Она была сначала, наверное, на палитру. Вот такая вот получается прелесть. Нужно дать немножко подсохнуть все-таки, а потом уже где-то что-то добавим. Я пока учусь акварелить, поэтому не пугайтесь, то сейчас начнут опять то кисть неправильно держим, то еще что-то. Знаю. Все знаю, но мне так удобно пока что. Вот такая вот. Такой вот у нас песочек. Но он высохнет, будет гораздо светлее, конечно, промок. Да. Ну, куда деваться, не акварельная бумага. Вот, и пока будет сохнуть, посмотрю, подумаю, как хочу раскрасить цветы, хочу ли я здесь фон или нет. Ну, честно говоря, я думала здесь не делать фоны. Вы можете здесь и фоны какие-то предусматривать, делать. Ну, мне вот нравится, в общем-то, на чистом листе тоже очень красиво получается. Так что буду красить. Вам спасибо, что были со мной, что посмотрели меня. Такой легкий, простенький влог.
Ничего полезного, наверное, скорее просто такая отдыхалочка, посмотреть, послушать, поболтать, пораскрашивать. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Если понравилось, ставьте лайк. Ну и всем пока-пока.